Привет! С вами Каска. В этом ролике я тебе расскажу, как можно слегка повысить FPS в Escape from Tarkov, а также избавиться от лагов и фризов. Постарался собрать максимально полезной информации, без воды и различных теорий. Только тесты, только хардкор. Не забывай про большие пальцы вверх, ну а мы полетели. Я уверен, что рано или поздно абсолютно каждый задумается о приобретении лицензионного ПО. Особенно если вы только-только собрали вашу систему и боитесь как-то накосячить. А накосячить можно по-разному. Давно не секрет, что использование крякнутой винды либо того же офиса как минимум заставляет вашу систему работать не на все 100%. Поэтому хочу порекомендовать своих надежных партнеров. Это интернет-магазин L-Store, который работает на рынке более 10 лет. Сколько? За это время у них появился большой ассортимент различных лицензий на Windows, Office и антивирусы. Самое главное — это моментальная доставка купленных ключей на электронную почту, большой выбор способов оплаты, а также гарантия на все продукты. Цены на лицензионные ключи по доступной цене. А также ребята из L-Store специально для моего канала, а точнее для вас, подготовили промокод со скидкой до 15%. Сейчас это лучшая возможность, чтобы приобрести Windows, Office или антивирус. Пару кликов и ключик у тебя на почте. Первое, что мы делаем, залетаем в игру и нажимаем настройки. На вкладке игра, если у тебя, допустим, более 16 гиг оперативной памяти, тогда галочку с автоочисткой оперативной памяти ты убираешь. Если 16 и менее, то обязательно ставишь. Фишечка иногда неплохо работает, поэтому рекомендую ее обязательно включить. Область обзора. На самом деле многие подумают, если поставить область обзора меньше, допустим 50, тогда будет FPS больше. Получается как? Меньше радиус обзора, больше FPS. Но в Escape from Tarkov это работает далеко не так, как ты думаешь. Здесь, если ты обратишь внимание, чем выше ты ставишь область обзора, тем больше FPS. В моем случае разница между 50 и 75 около 8-10 кадров. Во-первых, приятнее играть, во-вторых, больше FPS. Всю остальную настройку делаешь уже на свое усмотрение. Разрешение экрана оставляем по соотношению к твоему монитору. Хотя если у тебя видеокарта не RTX, тогда можешь поставить Full HD. Я рекомендую это делать всем, потому что будет больше FPS. Как ты знаешь, чем больше FPS, тем легче тебе будет тащить. Как бы это смешно ни звучало. Если же ПК, допустим, у тебя очень слабый, но есть большое желание поиграть, можешь поставить разрешение, допустим, 1280 на 720. Картинка, конечно, будет супер пиксельная, будет не очень приятно играть, но тем не менее. Плюс для средних и слабых ПК ты можешь попробовать использовать NVIDIA Image Scaling. Это по типу что-то DLSS или динамического изменения разрешения. Работает неплохо, иногда бустит тоже неплохо FPS, поэтому можешь спокойно ее использовать. Если у тебя видеокарта RTX, то нет смысла ее включать, у тебя тут есть NVIDIA DLSS. Если интересно, как настроить, включить этот NVIDIA Image Scaling, у меня есть ролик на канале, я там все подробно рассказал и показал. Далее, режим экрана, ставим полный экран. Качество текстур. Если у тебя менее 4 гиг видеопамяти, ставишь среднее либо низкое. Если более 4, то ставишь высокое. На FPS не очень сильно влияет, но благодаря этому ты можешь загрузить свою видеокарту. Если, допустим, у тебя видюшка 3060 Ti, есть, конечно же, смысл ставить высокое. То же самое касается и качества теней. На FPS в моем случае, если и влияет, то порядка 2-3 кадров. Это разница между низкая и высокая. Ультра не рекомендую ставить. Для слабых компов, конечно же, ставим низкое. Детализация объектов. Разница между 2-4 около 3-4 кадров. Поэтому смотри сам. Можешь ставить двоечку, у тебя будет чуть больше кадров, можешь ставить, как и я, на троечку. Общая видимость. Ставим на 1000. Сглаживание. Многие говорят, что кушает много FPS. Лично я бегал, тестировал. Очень много тестировал. Разница между выкл и TAA высокая, не очень так и большая. В моем случае на моей видеокарте около 3 кадров. Если у тебя видюшка от AMD, либо моделька более слабенькая, то да, у тебя может быть кушать и 8 кадров, и 10. Поэтому смотри только по своей видеокарте. Если твоя видюшка тебе позволяет включить сглаживание на TAA высокое, то, конечно, я рекомендую включить. Ну, либо хотя бы FXAA. Чтобы было более-менее приятнее играть и было видно хотя бы врагов. Для того, чтобы ты мог хотя бы определить дикого от обычного ЧВКшника. Ресэмплинг. Оставляем по дефолту на единичку. NVIDIA DLSS. Это тот must-have, ради которого стоит купить видеокарту серии RTX. Потому что FPS твои взлетят просто до небес. И это я не преувеличиваю. Просто даже самый простой пресет качества тебе даст плюс 30-40
кадров сверху. В этой игре DLSS работает так, как надо. HBAO кушает около 5 кадров, это между низкое и высокое. Поэтому для слабых ПК либо выключаем, либо ставим низкое. Для средних и выше то же самое. Выше ставить, чем низкое, не рекомендую. Иногда могут случаться не очень приятные моменты во время ваших замесов, поэтому ставим низкое. SSR тоже кушает около 6-8 кадров. Тут ставим либо низкое, либо выключаем. Анизотропная фильтрация, как бы так сказать, кушает, наверное, очень много FPS, порядка 15 кадров. Конечно же, для средних, то даже мощных видеокарт лучше всего отключить, либо поставить только текстуры. Картинка, конечно, становится ужасная, но что поделать. NVIDIA Reflex Low Latency. Если мы ставим просто на вкл, забирает 1-2 кадра. Если ставим вкл плюс Boost, около 5-6 кадров. Поэтому я рекомендую ставить именно только на вкл. Резкость по желанию, лимит кадров в лобби ставим 60. Может чуть меньше, тут уже тоже. По твоему усмотрению. High Quality Color, Z-Blur, хроматическая аберрация и шум кушает порядка 4 кадров. Если FPS позволяет это включить, то я рекомендую включить. Шум, конечно, по желанию, кому-то нравится, кому-то нет, тут уже сам смотри. Но, допустим, тень от травы по-любому отключаем. Это ненужная фишка, которая тупо портит тебе игру. На вкладке PostFX ты можешь по желанию его включить, конечно же. Но будь внимателен, если ты его будешь настраивать, тут есть такие параметры, которые кушают от 5 до 8 кадров. То же самое, если FPS позволяет, можешь его смело включать. Звук делаешь на свое усмотрение. Управление то же самое. Далее нажимаем просто сохранить. После настройки графики в самой игре мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть две папки: приложение MSI Util V3 и схема питания. Сначала давай откроем схему питания. Если у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, тогда копируем команду, нажимаем PKM, копировать, PKM на пуск, Windows PowerShell администратор. Да, нажимаем Ctrl плюс V и Enter. Закрываем, нажимаем поиск, пишем панель управления, электропитание, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Если вдруг тебе нужно будет удалить эту схему питания, нажимаешь, допустим, настройка схемы электропитания, дальше удалить схему и ОК. Теперь покажу, где можно найти конфиг для Escape from Tarkov. Там же можно будет настроить вообще всю графику, а также, что немаловажно, это дистанция теней. Открываем мой компьютер, локальный диск C, пользователи, ваше имя пользователя. Нас интересует папка Appdata. Если у тебя нет данной папки, нажимаешь вид и ставишь галочку на скрытые элементы. Далее Roaming, Battle State Games, Escape from Tarkov, Setting. И здесь у нас есть 5, так сказать, параметров конфигурации. Нас интересует именно Graphics. Тут же ты можешь настроить PostFX по желанию, настроечки для самой игры, и конечно же графику. Нас лично это интересует Shadow дистанция. По дефолту стоит 60. Я же рекомендую поставить вместо 60, допустим, 20. Теперь нажимаем файл и сохранить. Теперь же нам нужно зайти в папку с игрой. В моем случае это диск C, Games, EFT и находим приложение Escape from Tarkov. Нажимаем PKM, свойства, совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Далее изменить параметры высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ОК, применить и ОК. Если вдруг у тебя начались проблемы, там может быть лагать, будет больше, тормозить и так далее, тогда выбираем галочку с отключить оптимизацию во весь экран. Копируем наш путь к приложению. Нажимаем PKM, копировать. Далее пуск. Нажимаем поиск, пишем настройки графики. Если у тебя система поддерживает аппаратное ускорение, тогда можешь ее включить. После всех этих настроек сделай перезагрузку своей системы. Нажимаем обзор, вставляем наш путь, приложение Escape from Tarkov, нажимаем добавить параметры и ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Нажимаем PKM на пуск. Диспетчер устройств, находим системные устройства, опускаемся немножко вниз и нас интересует высокоточный таймер событий. Нажимаем PKM и отключаем устройство. В очередной раз нажимаем поиск, пишем Xbox Game Bar, если он, конечно же, есть. Если его нет, тогда пропускаем эту настройку. Нажимаем настройки, создание клипов и обязательно убираем галочку с записывать в фоновом режиме. Далее нажимаем закрыть и закрыть. Теперь нам нужно сделать настройку твоей видеокарты. Если видеокарта у тебя от NVIDIA, нажимаем PKM на рабочем столе, панель управления NVIDIA, вкладка параметры 3D, нас интересует регулировка настроек изображения. Ставим галочку на
Пользовательские настройки с упором на производительность, то есть ползунок влево. Далее, управление параметрами 3D. Здесь мы сделаем быстренькую настроечку твоей видеокарты. Покажу самые необходимые настройки. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Затемнение фонового освещения мы отключаем. Частота обновления экрана высшая доступная. Размер кэша шейдеров по умолчанию для драйвера. Режим низкой задержки. Если ПК у тебя средний и ниже, ставим включить. Если более мощный, то можешь поставить ультра. Допустим, параметр включить, он не сильно влияет на FPS, а вот ультра уже порядка 5-6 кадров может кушать. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Далее опускаемся в самый низ и находим фильтрация текстуры качества. Ставим высокая производительность. Далее анизотропная оптимизация и трилейная оптимизация, мы их обязательно включаем и нажимаем применить. Переходим на настройки Surround, нас интересуют настройки Physics. Если твоя видеокарта мощнее, чем процессор, тогда выбираешь видеокарту и снова же нажимаешь применить. Далее нажимаем информация о системе. Если у тебя видеокарта поддерживает ребар, тогда я рекомендую тебе ее включить. Особенно хорошо бустит FPS на 3000 сериях видеокарт. Как его включить, как его настроить и так далее, у меня есть отдельный ролик на канале. Если будет интересно, ссылочка будет в описании и в правом верхнем углу. Если у тебя видеокарта от AMD, открываем наш архив, настройка видеокарты, далее AMD Radeon. Здесь у нас есть картинки с настройками драйвера для твоей видеокарты, то есть какие функции включить и какие функции отключить. Мы же возвращаемся в наш архив, находим приложение MSI Util V3, нажимаем PKM, запуск от имени администратора. Да. Здесь находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI, далее приоритет, выбираем High и нажимаем Apply. Но теперь самое интересное, это твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это сделать? Читаем здесь, либо гуглим. Первые два файла реестра отключают Xbox Game Bar. Нажимаем PKM слияние, Game DVR 2 PKM и слияние. Если вдруг у тебя нет слияния, нажимаешь 2 раза LKM, либо через Enter. То есть запускаешь как обычное приложение. Да и окей. Отзывчивая система PKM слияния, сетевой тротлинг PKM слияния и системный приоритет тоже PKM и слияние. Нажимаем поиск, пишем параметры режима игры. Игровой режим мы оставляем включенным. На вкладке записи. Все, что здесь будет у вас включено, отключаем. И ставим самое минимальное значение. Переходим на Xbox Game Bar. Тоже обязательно отключаем эту галочку. Далее нажимаем главное, конфиденциальность. Опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь нам нужно обязательно отключить это Xbox и Xbox Game Bar. Ну и по желанию можешь подключать все остальные ненужные фоновые приложения, которые ты не используешь. Либо используешь, но редко. После всех этих настроек залетаешь в Escape from Tarkov и наслаждаешься. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. До скорых встреч!